Друзья, мы приехали на выставки, где раньше показывали просто гаджеты, а сейчас здесь уже полноценная революция. От маленьких роботов-дезинфекторов и пожарных до огромных гуманоидов, которые уже реально работают на фабриках и в больницах. То, что раньше было больше на InnoX, теперь заполнило HKTDC. Китай не просто показывает будущее, он его живет. Сегодня буду их тестировать, ломать, управлять ими и, честно говоря, я думаю, человечество к такому еще не готово. Погнали, кайфово! Мы приехали на выставку на Ванчае, это в центре Гонконга. Выставка называется HKTDC в одной части выставочного центра, а в другой части выставка называется InnoX. Это новая выставка, которая появилась недавно, и на этой выставке показывают робототехнику, продукты с искусственным интеллектом, дроны. Тема, в которой хотят работать все, как китайцы, так и вообще люди со всего мира, потому что все понимают, что это будущее, и каждый пытается хоть каким-то образом влезть в эту тему и закрепиться. То есть это же не просто продажа роботов. То есть ты можешь заниматься настройкой роботов. Роботы есть разные, там разными настройками. То есть здесь столько есть тем вокруг роботов. Хватит на всех, как говорится. Хорошие 3-5 лет в этой теме есть, чтобы прям заработать очень классные деньги. Смотри, какой робот огромный. Он, кстати, может нести 100 килограмм, представляешь? И у него есть специальные такие щупальцы. Соответственно, он ими может делать разные вещи. То есть... Какие разные? С кучей датчиков какого-то человека без сознания. И, соответственно, 100 килограмм переместить. Как думаете, меня переместит? Или по весу не подойду? Нет! В Китае этого робота называют первым автономно развертываемым роботом. Вот эти роботы массово встают, вылазят из ящиков и приступают к работе, начинают что-то делать. Также этот робот спокойно ходит по строительному мусору, идет по камням, в горах. То есть он спокойно ходит по неровной земле, не падает и нормально стабилизируется. Этот робот является первым таким самым перспективным роботом в Китае для производств, которые могут одновременно с другими остальными роботами делать одинаковые функции. Также он может в руках держать разные предметы, делать разные вещи. Какие разные? Ну, по весу, сейчас попробую, сколько он весит, ориентировочно. Килограмм 60-70 весит, ну точно. Руки резиновые. То есть резиновые пальцы. Рука поднимается несложно, везде шарниры. Смотри, вот шарнир, много шарниров. Сзади такая красная кнопка. То есть если робот взвесился, ты можешь на него нажать, и он там полностью вырубится. Есть единственный момент, надо еще попробовать его обойти сзади, чтобы нажать эту кнопку. Она, кстати, очень маленькая, вот такая вот. Смотри. Вот. И если кто-то видел в интернете как раз видосы, где робот сам себя перезаряжает или один второго перезаряжает, это именно вот этот робот тоже так умеет. То есть подходит другой робот и берет, меняют батарейку. Шеринг батареек, шеринг пауэрбанков для роботов, я смотрю, тоже скоро станет супер актуальным. Посмотри, какой миленький робот. Это робот для дезинфекции. То есть он катается по торговым центрам и делает дезинфекцию. Также такой же робот с таким же дизайном — это робот-доставщик. То есть он просто доставляет грузы между локациями. И они говорят, что уже в Японии есть эти роботы. То есть они прям работают. Ребят, смотрите, вот такой робот-пожарник с искусственным интеллектом, кстати, тоже. Его обычно используют на выставках, на производствах, заводах, фабриках. То есть этот робот, во-первых, едет, он видит, где пожар. То есть его можно отправить там, где пожар. У него много сенсоров, как у любого робота, в принципе, также камеры. Да, можно наблюдать удаленно, что он делает. Но суть в том, что он может автоматически тушить пожары. Достаточно активно используют эти роботы в Китае. На разных фабриках, производствах устанавливают как робота-пожарника. Пока пожарная служба приедет, робот на месте уже может потушить пожар. Это дрон-спасатель. Он управляется с пульта. Да, например, если человек тонет, просто прилетает к нему и можно за него взяться. Интересно, сколько он стоит? Давай узнаем. Это ваш товар? Какая цена? $5000. $5000? Да.
$5000? Да. Не R&B? Нет, $5000. Почему так дорого? Чтобы спасать. $5000 за вот такой аппарат, ну, если честно, дороговато. Мне кажется, он $5000 стоит только потому, что у них еще пока мало конкуренции. Ну, здесь цена красная $500, как по мне, для такого продукта. Здесь камера, конечно, стоит. Наверняка хорошие моторы, но тут моторы, они столько тоже не стоят. Сейчас у нас все знают, мне кажется, в Украине, сколько стоят моторы на коптер. Единственное, что немного разлет по технологиям идет. Здесь спасательные дроны. Здесь чуваки футбол смотрят. Сразу заметно, что собственника тут нет. Пива не хватает. Пиджо, Цинтаун. Signore, ecco la birra! Oh, grazie! Такое устройство помогает ходить, например, там, в горы. В целом, как бы проще ходить. Вот, например, у меня была операция на мениске. И, соответственно, нагрузка при этом уменьшается на суставы. Хо-хо-хо. Слушай, ноги... Прикольно. Ну вот именно вот здесь, сверху над коленями, получается, так подбрасывает ноги, знаешь, то есть не то, что даже легче идти, а оно как бы мотивирует тебя еще быстрее идти. Вот как-то так. И идти несложно. То есть, знаешь, вот иногда бывает такое состояние, когда хочется прям двигаться куда-то там, пойдем там, ходим туда там, короче, 10 кругов нарезать. Вот примерно вот такое вот ощущение, когда в таком экзоскелете. И абсолютно легально получается. А если у меня, допустим, там рюкзак очень тяжелый, килограмм 15-20 на спине, 100% будет легче его нести. Легче идти. Он за тобой так нашел именно. Но у него не было бы шансов, если бы я побежал. У меня такое устройство, которое помогает бежать в 2 раза быстрее, чем он. Ребят, смотрите, нашел робота полицейского, который точно догонит кого угодно, потому что он не на ногах, он на колесах. И догоняет вообще кого угодно, особенно тех, кто тоже на колесах. Так, держи это в руке. Хорошо. Теперь ты можешь управлять нашим роботом. Где твой робот? Может, позже, может, сейчас? Нет, не выйдет. Почему? Там есть проблемка. Там небольшая проблемка сейчас. Специальное такое оборудование, которое обучает твоего робота по движениям. У роботов, у которых нет искусственного интеллекта, которого нужно просто программу написать, то программу можно написать с помощью вот такого устройства. Тебе нужно, чтобы робот ходил там определенно по территории, там как охранник, либо чтобы он делал кофе. И ты его обучаешь с помощью вот такого механизма. Получается, робот может повторять мои движения? В реальном времени? Конечно. В реальном времени, к примеру, я начинаю ходить, и робот в реальном времени тоже идет. Но вообще там примерно задержка в 1 секунду. 1 секунда? То есть практически онлайн, реально повторяю. Если нужно кому-то зайти в ядерный реактор, то это может сделать робот. И ты просто идешь и делаешь своими движениями то, что нужно сделать роботу. У робота просто камера как бы на лбу, так сказать, то есть ты видишь полностью все, что происходит, и даже 3D-очки одел. Ребят, вот таким образом выглядит, весит примерно, ну, может, килограмм 5-6. Немножко в плечи подавливает, но я думаю, это можно спокойно доработать, здесь какие-то штуки вставить. Стоит вот такой аппарат, ребят, $1000. Ребят, это дрон-пожарник, который может переносить 80 литров воды. Да, вот здесь они крепятся, здесь специальная такая конструкция. И он может полчаса лететь и 80 литров воды перевозить во время пожара и выбрасывать их. Здесь такие двигатели, посмотри, они прям, ну, где-то с размером, как 2 горлышка 3-литровой банки. Абсолютно неочевидная аналогия. Что ты? Популярные такие большие дроны, они могут просто перевозить какой-то груз с точки А в точку Б, служить как пожарниками, как и спасателями. То есть вот такой вот примерно дрон может спокойно перенести от 20 до 60 килограмм. Время полета ориентировочно где-то 1-1,5 он может лететь, то есть у него батарейки достаточно. Или, например, может нести с собой еще много дронов, отпустить их, и они могут лететь дальше. Но для этого есть другое устройство, я вам сейчас его покажу, вот оно здесь находится. Вот такие док-станции, которые можно устанавливать по маршруту. Когда дрон летит, он подлетает к этому устройству, к этому хабу. Этот хаб открывается, как тюльпан, в него садится дрон, подзаряжается, либо меняется батарейка, либо подзаряжается и улетает дальше. Таким образом, дрон, например, который может лететь только на
30 километров. Если расставить каждые 30 километров такой хаб, он может лететь хоть на 1000 километров и переносить с собой какую-то посылку, какое-то устройство. Не нужны люди, которые ходят и постоянно заряжают дроны. Дроны 24/7 летают и сами себя подзаряжают. И летают с Одессы в Киев, например, и обратно. Интересно, на этом дроне можно Суперсуса куда-то перевести? Мне кажется, была бы классная коллаба. Суперсус. Как ты думаешь? Я вас не знаю, типа, все, я пішов. Сейчас уже все, кто делают дроны, смотри, разные. Вот, например, вот такой дрон, используют его чаще для строительства, да, но вот он с док-станции. Вот тоже, смотри, дрон с док-станции. У каждого из них есть свои функции, но у дрона, если есть док-станция, он может работать вообще 24/7. По факту у тебя работник 24/7. Вот бы такого оператора еще. 24/7 работал, зарядился, вернулся, снова снимает. Слышь, когда будут деньги за видео? Мне еще за камеру надо заплатить. Гуманоидов в Китае уже полным-полно, смотри. Размер ноги, кстати, у него побольше. Он стоит 50 тысяч долларов. Ты из Китая или из Европы? Украина? О, понял. Я могу поставить его в своем магазине? Да, конечно. Он может делать что-то сам по себе, и у него много вшитых программ. И с пультом управления я могу управлять им? Танцевать? Да, вообще без проблем. А он может говорить что-то? На моем языке? Да, конечно. К примеру, украинский язык. Да-да, это очень просто. И еще и бесплатно. Это все входит в общую сумму в 50 тысяч долларов. Я плачу 50 тысяч, и сколько надо времени, чтобы его подготовить? Примерно 2 месяца. 2 месяца? Да. Все музыканты мира сейчас напряглись. От пауэрбанка на 10 тысяч миллиампер работает робот и зарабатывает бабки. Просто в 10 переходов расставил, и бизнес на автомате. Единственное, что с участковым надо договориться. А ну віддай флейту, робот! Гей, що ти робиш? Мы снимали выпуск на фабрике секс-кукол лет 6 назад где-то или 7. Невероятно прибыльный бизнес. Маржа доходит до 1000%. Реально, они сделаны из того же материала. Вот реально, на той же фабрике, походу, делается. Я единственное не пойму, она в таком красивом костюме, а что она постоянно моргает? Левым глазом. Здесь силикон. Silicone, yeah. Can touch? No. No? Здесь камера, то есть когда она едет, она просто видит препятствие впереди, может останавливаться. Какая цена? Секс-нацать. Секс-нацать. 16? 1. Секс. 3 0. Хорошо, хорошо. Одна может петь, танцевать. Ты можешь спрашивать что-то, и она ответит. 6 часов может спокойно работать на одной батарейке. Ну и, соответственно, можно переодевать в разные одежды, посадить возле себя, разговаривать с ней на кухне, если у кого-то нет жены, например. Так, ребят, сейчас будет бой, будем ставить ставки. Кто победит? Нифига себе! Ты что, потом? Все, вот так вот. Кто видел робота в Unity 3 на китайском Новом году, в 2026 последнем? Он, кстати, стоит около 50 тысяч долларов, если перевести в доллар американский. А вот этот на 5 тысяч долларов дешевле. Здесь разница немножко в софте, а также разница в самих шарнирах, ну, то есть в самом роботе. Но незначительная, то есть буквально там процентов на 10 они отличаются. Сколько времени он может работать от батареи? От батареи до 2 часов. 2 часа? До 2 часов. Если он будет боксировать постоянно, то он высадится намного быстрее. То есть 2 часа он может работать на зарядке батарейки, и 2 часа ему нужно для того, чтобы зарядиться. Его можно обучать там, разным словам, разным текстам, делать разные вещи. То есть и можно нанимать его на разные, так сказать, позиции. То есть он может работать как на ресепшене, в больнице, ну то есть буквально где угодно. То есть ты можешь его обучить специально под свою какую-то бизнес-тему. Или не бизнес. О, нифига себе. This way? Yeah. Yes, yes. Very good.
2 часа нужно этой собаке для того, чтобы зарядиться. 3,5-4 часа она может быть на зарядке. Едет 5 километров в час и ориентировочно может проехать 28-29 километров, если движется просто по ровной местности. Он спокойно может ездить по препятствиям, например, по лесу, да, там, по камням, по скалам, спускаться, подниматься. Ты представляешь? Вот таким образом выглядит пульт. Вправо, вот влево. А вот этой кнопкой вперед, вот этой кнопкой назад. То есть все очень просто. 12 килограмм можно поставить сверху на эту собаку. Разворачиваемся с рюкзаком. Бобик сдох. А сюда еще можно сетку добавить, и не только сетку, прикинь. Прием, прием! Это было мягко? Да. Это очень мягко. Это было нежно. То есть никаких увечий при задержании нету, согласны? Никакой боли. Очень приятно. Да, потому что мы следуем культуре безопасного контроля и человеческого задержания. Да, но я не могу сказать, что мне это нравится, но это безболезненно. Так, сейчас попробую разорвать ее. Нифига себе. Разорвать нереально. Я только что палец, смотри, порезал палец. Вот такой вот робот. Он стоит 200 тысяч юаней. Это ориентировочно где-то 27 тысяч долларов. Вместе с программой. Значит, ты можешь его купить и поставить у себя на заводе. Таких роботов ты можешь купить 5-10 штук. Они соединяются одной программой и могут патрулировать одну территорию. Вот отправляют вот такого робота автоматической системой. Робот приезжает. И если он кого-то видит, он просто берет и набрасывает вот такую вот сетку. И эта система работает автоматически. Люди для этого не нужны. Также есть громкоговоритель, через громкоговоритель говорится нужный месседж. Это антидроновая пушка такая, которая на 10 метров ориентировочно может стрелять вверх. То есть если дрон где-то летает над объектом, просто нажимаешь кнопку красную, и этот дрон уже в сетке. Также есть вот такая пушка. Здесь одна сетка, здесь 2 сетки. Здесь сетка снова не используется, а здесь сетку можно снова использовать, потому что ее там можно специально уложить и, соответственно, одной сеткой пользоваться. Ну, единственное, что если твой объект не убежал куда-то далеко. Какая цена вот этой? Если ты покупаешь нашу пушку, то 4 сетки входят в комплект. А так цена одной $5. Серьезно? $5 стоит одна сетка вот такая. Мне кажется, эта пушка должна стоить $100. Че? Потому что пластик очень дешевый. Да неужели? Вообще-то производством нужна охрана. Охрана, понял? Да. Охранники на зарплате, понял? С заводом, конечно, но если у вас будут конкуренты в Китае, эта штука будет стоить $100. У нас есть патент. Мы единственная компания, которая может такое производить. Ага. Чем ваша компания занималась 3 года назад? Смарт-сити, умный город? Да, да и вся экосистема. Смарт-дома, смарт-кемперы, умный город. Что ваша компания до сих пор делает? Роботов? Да-да-да. Окей. И AI-вычисления, и частные облака. Amazon, Google покупают у нас мощности для дата-центров и другие большие компании. Дайте вашу визитку. Друзья, честно говоря, после сегодняшнего дня уже становится немного грустно за некоторые профессии. А вы готовы к своей новой секретарше из силикона? Или из чего они там сделаны? В следующем выпуске погрузимся в искусственный интеллект и неожиданные товары, в которые его засунули. Короче, там тоже будет много интересного. Подписывайся, чтобы не пропустить. Обязательно ставь лайк, если зашло. Ну и традиционно, кайшеба, друзья. До встречи.